Итак, вообще, когда мы говорим про этику и про этику научных публикаций, кажется, что, в общем-то, все и так понятно, все должно быть честно, и, в общем-то, это все прописные истины, и люди, которые подчеркивают важность этических принципов, кажутся либо фарисеями, либо какими-то скучными морализаторами, которые говорят всегда прописные истины, всегда еще возникает такое ощущение, что как будто все эти люди очень сильно оторваны от реальности и не понимают всех сложностей, с которыми сталкивается исследователь. Ведь помимо того, что наука — это вообще очень неопределенная область, это область с высокими рисками, мы никогда не знаем, вообще получится у нас что-то или не получится, и поэтому тогда, когда мы в свои KPI ставим, допустим, результаты интеллектуальной деятельности, патенты, но все равно, что мы обещаем, вот мы сделаем изобретение, которое будет оригинальное, которое будет практикоориентированное, и уже сама по себе постановка вопроса, когда мы обещаем, что через 3 года у нас будет РИТ или патент, особенно, да, если патент как одна из форм РИДа, то как будто мы уже немножко переоцениваем свои возможности, потому что как будто мы уже знаем, что наше научное исследование обязательно будет прорывным, инновационным, и мы получим какой-то результат. С другой стороны, есть обстоятельства, когда вот эти KPI, они просто навязываются, ну, например, э, организациями, которые выдают гранты. То есть мало того, что хорошо бы сделать патент, но еще надо всего лишь там за 3 года как бы опубликовать 10 научных статей, желательно в журналах Q1 или Q2, международных. Эти журналы любят публиковать исследования с положительными результатами, хорошо проведенные. И как бы сама ситуация, в которой оказываются исследователи, она уже как бы подталкивает к тому, чтобы немножечко где-то свои результаты подкорректировать под установленные показатели. Это одна сторона вопроса. И поэтому люди, которые говорят про то, что нужна этика, всегда кажутся идеалистами, не понимающими, как вообще работает наука, как живут исследователи, и вот со своими глупостями лезут для того, чтобы вот не дать, можно сказать, исполнить обязательства по гранту или по госзаданию, почему угодно, любому научному проекту. Ну, а другая сторона вопроса — это человеческая природа. И здесь не обязательно, что есть какой-то злой умысел, что сейчас мы всех обманем, а просто тогда, когда мы делаем исследования, и это всем известно, что мы не объективны. У нас уже есть определенный байс. Мы а, знаем, чего мы хотим, и когда мы чего-то очень сильно хотим, мы, конечно же, это можем найти. И это тоже находит свое, так сказать, отражение в результатах научной деятельности, ну и как такая вот витрина, да, того, что происходит в лаборатории, это, конечно, научные журналы, публикации, то, чем мы отчитываемся, то, что мы выпускаем в мир, делимся с другими коллегами. Вот. И именно поэтому, потому что вот научная публикация — это некая витрина, да, которая, некая обложка, конечный результат. А что там вот происходит на кухне, что происходит в научной лаборатории, ну, на самом деле особо никто и не знает, кроме авторов статьи. И поэтому вот у меня как-то сразу вспомнилась мне такая фраза про Лас-Вегас. Подразумевая то, что не обязательно то, что видят другие люди, так оно и есть на самом деле. Но, готовясь к этой презентации, я хотела найти какую-то картинку, которая бы отражала эту фразу, забила ее в Google, а теперь в Гугле есть искусственный интеллект, который, а, как мне кажется, дал просто очень чеканное вообще определение этой фразы. Э, То есть это некая идея моральной свободы,
которая позволяет вести людям так, как они никогда бы не признались, как они никогда бы не повели себя среди тех, кто их знает в обычной жизни, в обществе. То есть, да, Лас-Вегас такой город грехов. И, собственно, вот такое чеканное определение искусственного интеллекта натолкнуло меня на дальнейшие ассоциации, что на самом деле не только в Вегасе, не только Вегас город грехов, не только в нем началась какая-то тайная жизнь, которую все прячут от взглядов окружающих, но на самом деле эта история гораздо более древняя и м, относит нас к райскому саду, где тоже, в общем-то, казалось бы, мы Адам с Евой что-то такое сделали, думали, что про это никто не узнает, но на самом деле все узнали. И когда я подыскивала подходящую картинку, на самом деле же про изгнание Адама и Евы из рая, это такой очень популярный сюжет, не знаю, сколько сотен картин нарисовано на эту тему, но мне понравилось именно это, потому что вот когда я ее увидела, у меня как-то сразу сложилась ассоциация с тем, что происходит в редакционном процессе. То есть всегда есть небесные силы, небесное воинство. Это издатели, редактора, рецензенты, в конце концов, этические комитеты. И очень часто как раз вот есть авторский коллектив, который ведет себя, ну, примерно так, что еще и вроде как мы не виноваты, мы там что-то сделали, но мы такое, если и сделали, то это потому, что в других статьях также написано, поэтому и мы также написали. Или а мы это сделали, а что же нам еще делать? Нам нужны положительные результаты, а журнал не публикует положительные результаты. Кстати, именно поэтому вот в нашем журнале «Консорциум Психиатрикум» мы хотим публиковать еще и отрицательные результаты. Другое дело, что пока что нам никто такие статьи не присылал, поэтому если вдруг у вас есть отрицательные результаты, если они хорошо описаны, то, пожалуйста, тоже можно присылать, чтобы вот не было какой-то такой ситуации, которая изображена на этой картине. Вот, но давайте не будем, наверное, останавливаться на особенностях грехопадения в таком библейском смысле слова, а перейдем, собственно, к вопросам этики и этики в контексте научных публикаций. Ну, вообще вот это грех, мораль, этика — это вообще близкие какие-то понятия. Этика чаще всего подразумевает контекст профессиональных отношений. И если мы говорим про этику науки, то в целом, да, этика научной деятельности, она касается не только публикаций, начинается все гораздо раньше с исследовательской этики, и уже на этапе планирования исследования и его проведения уже закладываются некие этические принципы. Ну, связано это с тем, что в общем-то, смысл научных исследований — это выяснить некую объективную реальность, которая может существовать, которой мы можем воспользоваться. Ну, если мы говорим про медицинские журналы, то прежде всего, конечно, в нашей практической деятельности, в лечении пациентов, в том, чтобы узнавать больше про человека, его психическое здоровье. И, конечно, если мы говорим в таком контексте, то очень важно, чтобы исследование было добросовестным. А добросовестное исследование — это исследование, которое хорошо спланировано, которое проведено по определенным стандартам, по протоколу, но еще очень важно а, и то, каким образом результаты этого исследования доносятся до мира. И вот здесь как раз настает зона этики научных публикаций. И она связана и, собственно, с публикациями, и с распространением информации. Чаще всего вот распространение это уже касается научного пиара, научной журналистики, а публикация, собственно, связана с редакционной этикой. Если мы говорим про публикационную этику,
то каких аспектов мы касаемся? Ну, здесь перечислено несколько пунктов. Ну, во-первых, авторство. Авторство, то есть, авторы статьи — это должны быть, те люди, которые внесли свой вклад в написание этой статьи. И уже даже вот говоря одно это, я думаю, все мы понимаем, как часто нарушаются эти этические принципы, потому что, ну, а как же, вот люди принимали участие в исследовании, допустим, они, набирали пациентов, и очень часто мы просим, допустим, практикующих, специалистов помочь нам набрать, материал, помочь нам набрать пациентов. В качестве благодарности за их работу мы включаем этих людей в соавторы. Хотя, если мы руководствуемся строгими этическими принципами, мы должны просто выразить благодарность. Вот, обычно персональную, что вот таким людям мы благодарны за то, что они помогли нам набрать материал. А в авторы публикации мы, по большому счету, включать не должны. А, Заимствование. Ну, речь идет о плагиате, и это тоже такая, ну, наверное, может быть, самая, самая известная область, ну, как бы все знают, что, заимствовать нехорошо. И сейчас, везде требуется проходить антиплагиат, диссертации проходят антиплагиат, научные отчеты антиплагиат, ну и, соответственно, статьи проходят антиплагиат. Все этим научились пользоваться, но тем не менее все равно и даже здесь встают вопросы. Например, самоцитирование. Насколько корректно, в своих, статьях цитировать самого себя или, ссылаться на самого себя. Некоторые статьи, они просто, половина списка литературы — это работы кого-либо из авторов, этой статьи. Или, допустим, вот, тоже мы, на начальных этапах в журнале, сталкивались, поскольку журнал на английском языке, соответственно, можем ли мы повторно публиковать на английском языке материал, который был опубликован на русском. Мы вот прям, в редакции обсуждали серьезно этот вопрос и решили, что мы, не будем заниматься переводными материалами. И если материал опубликован на русском языке, это уже считается за публикацию, и поэтому как бы, все уже сделано. Повторно публиковать эти результаты мы не будем. А, Конфликт интересов — тоже такая, э, известная вещь, с одной стороны, но, точно так же, как и с авторством, с ней есть, проблемы. Ну, в принципе, если так вот, сравнить, зарубежных авторов, российских авторов, то вот как-то зарубежные авторы уже привыкли, что надо декларировать конфликт интересов, и на международных конференциях всегда просят заявлять о конфликте интересов. Хотя надо сказать, что, имея опыт совместных публикаций с зарубежными авторами, я, наверное, могу перечислить просто на пальцах одной руки тех людей, которые вот действительно перечисляют все конфликты интересов, и когда это статья с большим количеством авторов, например, там, систематический обзор или, клинические рекомендации какие-то, то даже этот человек выглядит немного странно. Вот есть один такой коллега, который вот, тоже вот заявил, что я сейчас перечислю вообще все фармфирмы, с кем я сотрудничал. И, в общем-то, он, наверное, был один из 50 человек-соавторов, кто так сделал. И всегда конфликт интересов, ну, тоже может быть спорная тема, потому что, э, ну, неужели перечислять, все лекции, или там все моменты сотрудничества с фармкомпаниями, которые были? Или перечислять только то, что касается данного конкретного исследования, что касается данной конкретной публикации, да? Вот эти вещи, они не до конца определены, поэтому это может быть, спорным моментом, спорной, практикой. К публикационной этике относятся такие вещи, как информированное согласие, ну, имеется в виду пациентов, и сохранение конфиденциальности, не раскрытие какой-то персональной информации пациентов, но, в принципе, к этому мы все привыкли, и здесь, ну, на практике особых проблем
с этим нету. Мы все знаем, что это должно быть конфиденциально, ну и тем более мы говорим, в общем-то, о медицинских публикациях, а врачи привыкли к понятию врачебной тайны, и вот как раз в нашем сообществе таких этических нарушений практически никогда не бывает. Вот. А вот еще 2 пункта, которые связаны, с корректной интерпретацией данных, использованием данных. Вот тоже, казалось бы, причем здесь этика, когда это связано с методологией научного исследования, с навыками анализа данных. Но поскольку неправильная интерпретация, нарушения в интерпретации данных, могут повлечь за собой ошибки, которые, в свою очередь, могут, повести за собой, э, недостоверные рекомендации для клинической практики и, соответственно, причинение вреда, здоровью людей, то как бы даже вот, такие вещи, которые связаны, казалось бы, с профессиональными навыками, переходят в раздел, этики. И, в связи со всем вышесказанным, есть такое понятие, как есть в научных исследованиях, надлежащая клиническая практика, есть надлежащая публикационная практика, которая, а, включает в себя, правила добросовестного планирования, написания, публикации и распространения научных произведений. Что такое недобросовестная публикационная практика? Она, касается не только предоставления недостоверных, заведомо сфабрикованных сведений, да. Тут как бы всем понятно, что это плохо, нельзя так делать, но еще и, выборочное представление информации, неполное представление информации. Эм, При этом, искажение информации может быть как о самом исследователе, так и об исследователях, кто принимал участие, в этих исследованиях, и которые связаны еще и с авторами других работ. Потому что, да, если мы, говорим про научную статью, например, про оригинальные исследования, мы должны вначале показать актуальность. В введении в статье мы должны показать актуальность нашего исследования, и мы должны корректно сослаться на другие работы, корректно представить информацию, что, другие исследователи писали на эту тему. И здесь на самом деле, казалось бы, очевидная вещь, но здесь встречается очень много проблем, потому что опять-таки включается байс, и мы в произведениях других авторов хотим видеть те мысли, которые будут созвучны нашим. И, может быть, сами того не желая, немножко искаженно представляем ту информацию, которую писал другой человек. Отчасти это может быть связано и с языковым барьером, когда мы на иностранном языке читаем, и, может быть, мы не совсем понимаем смысл сказанного. А иногда это может быть и чисто такая человеческая вещь. Очень хочется, чтобы вот кто-то тоже это сказал и подтвердил наши мысли. Или наоборот, вроде как кто-то уже сказал, и актуальности исследования нет, но нам же хочется его провести, поэтому мы можем сделать вид, что никто ничего до этого не говорил. Итак, если, мы вообще говорим про этику, про нормы, то всегда встает вопрос, кто же эти судьи, кто же эти, люди, которые это все определяют. И в связи с этим, есть несколько, профессиональных сообществ, они международные, и, есть, сообщество КОУП, которое это комитет, по публикационной этике. Возможно, многие про него знают, потому что это, их, свод правил — это тот документ, на который мы должны обязательно ссылаться, на веб-сайте журнала, потому что, вот, например, для того, чтобы попасть в Scopus, надо, чтобы журнал, соответствовал принципам, КОУП. И на эти принципы должна быть ссылка на, сайте журнала, что мы это используем. Есть, Всемирная медицинская ассоциация, это авторы всем известной Хельсинской декларации, и есть, Международный комитет,
редакторов медицинских журналов. Да, вот это то, что касается медицинской научной литературы. И давайте немножечко пробежимся по основным принципам КОУП. Основали ее британские ученые, как всегда. И это некоммерческая организация, которая призвана разрабатывать стандарты руководства, которые регулируют этические взаимоотношения между авторами и редакциями журналов в процессе публикации научных исследований. И есть кодексы поведения всех участников процесса. В этом процессе, в процессе научных публикаций участвуют, кроме авторов, еще на самом деле очень много людей. Ну, прежде всего, это редакция журнала, редактора, главные редактора, заместители главных редакторов и, в общем, весь редакционный комитет. Есть рецензенты, есть еще и издатели. И взаимоотношения и правила поведения всех этих людей регламентируются вот этим кодексом, разработанным КОУП. Итак, что же должны, по их мнению, делать редактора? Ну, вот тут есть какие-то вещи совсем, да, абстрактные, там удовлетворять потребности читателей и авторов, как бы что делать, не совсем понятно. Да, вот как исполнять это правило. Ну, вот, не знаю, мы стараемся, например, чтобы журнал был интересный, чтобы там было много разных тем, чтобы они менялись, были актуальны. Стремиться постоянно улучшать свой журнал, в рабочем процессе иметь процедуры, обеспечивающие качество публикуемых материалов. Ну, соответственно, это имеется в виду процесс научной редактуры, рецензирования, литературная редактура. Для того, чтобы выполнить это требование, ну, не ради КОУПа мы это сделали, вообще по нашему желанию. Вот, например, мы ввели чек-листы «Экватор» в помощь авторам, редакторам и рецензентам для того, чтобы четко определить структуру научной публикации, что должно быть в каждом разделе. Именно поэтому мы так вот всегда наших авторов просим следовать чек-листу, а рецензентов проверять статьи по чек-листам. И, соответственно, для научных редакторов это тоже основной инструмент чек-лист. И редактор проверяет соответствие разделов статьи рекомендуемым. Это сделано для того, чтобы ничего не упустить, чтобы была предоставлена полная информация. Ведь, опять-таки, если мы говорим про этику научных публикаций, важно ее предоставить не только достоверно, да, не соврать в отношении результатов исследования, но надо еще и очень тщательно описать сам эксперимент, что было сделано и как, на каких пациентах, какие инструменты использовались, как формировалась выборка, в каких условиях проводилось исследование, потому что это все может влиять на результат. А, один из критериев научности полученных данных — это их воспроизводимость. Соответственно, нужно написать все так, чтобы любой человек, взяв эту научную статью, смог этот эксперимент повторить. Ну, не любой человек, естественно, ученый. Вот, поэтому иногда кажется, что какая-то информация излишняя, но она сделана, мы просим ее предоставить именно для того, чтобы результаты были воспроизводимы. С другой стороны, мы все знаем, во всем мире существует проблема воспроизводимости результатов. Тогда, когда кто-то задает целью что-то воспроизвести, то там чаще не получается, чем получается. Защищать свободу мнений, но, в общем-то, это довольно легко выполнить, потому что сам по себе вот этот научный майндсет, он подразумевает то, что мы открыты любому знанию и открыты разным мнениям, хотя мы тоже все знаем, что есть иногда определенная редакционная политика у некоторых журналов, вот, которые публикуют там мнение только какой-то определенной группы ученых. При том, что это не только в российских журналах существует, я могу сказать, что я с этим сталкивалась в зарубежных тоже.
сохранять верность принципам научной честности. Важный пункт по поводу коммерческих интересов. И это всегда связано вот, да, есть у журналов у всех спонсоры, соответственно, спонсоры хотят предоставить там определенные результаты. И я помню тоже в начале, когда у нас журнал, мы только вот запускали эти редакционные процессы, мы их разрабатывали, у нас был разговор с фармацевтическими компаниями, что мы будем все эти материалы рецензировать и редактировать, что просто так мы никакие статьи от фармацевтических компаний не принимаем. Отнеслись разные фирмы к этому по-разному, но в итоге все смирились и даже, мне кажется, и рады. Редактора обязуются публиковать исправления, пояснения, опровержения, когда это необходимо. Ретрагирование статьи, если выявится какая-то недобросовестность, недостоверность материалов. Поэтому, ну, вот, например, у нас, как и в любом журнале, тоже есть рубрика исправления. Можно внести, если, допустим, вот кто-то из авторов понял, что он ошибся, можно написать в редакцию, и мы сделаем специальное пояснение, выпустим необходимые корректировки, опубликуем. Что касается рецензентов. Для них тоже существуют определенные этические правила. И прежде всего они касаются того, что ну, рецензент – это человек, который выносит экспертное мнение, вообще можно ли публиковать эту статью или нет. К нему обращаются как к эксперту в определенной области, и под разные тематики есть определенный пул рецензентов. Это люди, которые имеют опыт похожих исследований. И, соответственно, это тоже накладывает определенные обязательства. Ну, во-первых, рецензент должен быть компетентен, он должен оценить, насколько он знает этот материал. И тут тоже разные люди ведут себя по-разному. И вот ну, на практике даже, вот, казалось бы, рецензент в определенной области, ну, например, не знаю, вот, в области генетики. Вот даем статью по генетике, а рецензент говорит, что нет, я вот этот аспект генетики не знаю. Вот давайте мне вот по определенной только теме статьи, я не могу там гарантировать, что я проведу качественную экспертизу по теме, с которой я не очень знаком. Это, конечно, приводит в некоторое отчаяние, потому что найти рецензента не так просто, но, с другой стороны, и уважение к такой вот честности, добросовестности. Соответственно, если попадается статья ну, из той же области, которой занимается рецензент, как ученый, у него, как у любого человека, может быть определенная к этому ревность, и ему кажется, что вот как же так посягнули на то, чем я занимался всю свою жизнь, и это может порождать там чисто человеческие реакции, и рецензент может как-то заваливать статью. Еще существует проблема, ну, вот так вот на практике мы не сталкивались, но знаю, что она есть. Это то, что если это какая-то инновационная область, то рецензенты могут, так сказать, подворовывать идеи, то есть отвергать статью, а сами на самом деле сделать похожее исследование и его опубликовать. Но сейчас я думаю, что это будет происходить все реже и реже из-за того, что просто слишком много уже накопилось информации, вся она доступна, и как бы заниматься такими делами, ну, совершенно какой-то, хочется сказать, зашквар. Вот. Еще один момент, который связан с этикой рецензентов, это просьбы поцитировать самого себя, как вот какая-то, ну, может быть, благодарность за то, что этот рецензент провел рецензирование. На самом деле довольно по-человечески понятно, почему это происходит, но с точки зрения этики вопрос довольно-таки спорный. Ну, конечно, больше всего требований предъявляется к автору. Я уже много что рассказала, что требуется от автора. Ну, естественно, все, что касается фальсификации, подтасовки данных, ну,
Понятно, что, нельзя так делать. Но и вот вещи, которые связаны, собственно, с, навыками научного письма. И это те ошибки, которые авторы могут совершать невольно, просто из-за того, что у них недостаточно развиты эти навыки. И вроде как они провели все добросовестно и хорошо, но правильно описать они это не могут. И вот как раз именно для этого мы и ввели все стандарты и чек-листы в помощь авторам, чтобы знать, что именно описывать в статьях. Потому что методология исследования должна быть описана очень тщательно, подробно и достоверно. По поводу оригинальности материала. Да, тоже вот я уже касалась, моментов, самоцитирования. И действительно, тоже бывают, спорные вопросы. Ну, например, когда, ситуация с грантом, когда нужно по одной теме опубликовать 10 статей. И вопрос: какую долю материала можно продублировать в следующих статьях? Тоже мы регулярно, сталкиваемся, с этой проблемой. Однозначного решения тут нету. Тут скорее нужно, следовать здравому смыслу, смотреть, допустим, если насколько увеличилась, выборка по сравнению с предыдущей работой. Может быть, выборка одна и та же, но авторы освещают совсем иной аспект, э, интерпретация этих данных, оценивают совсем другие данные. Ну, невозможно же под каждую новую статью набирать новую выборку. Поэтому вот соблюдение оригинальности — это, с одной стороны, вроде как очевидный момент, но все равно на практике он всегда спорный, когда речь идет о каком-то большом, научном проекте, который длится, несколько лет, и, перспективный, выборка добирается, и вот всегда, может встать вопрос оригинальности. Ну, по поводу авторства я уже говорила, по поводу, вклада, людей в статью. Соответственно, источники финансирования — это обычно тоже стандартный всегда раздел. И если это грант или госзадание, понятно, что туда писать, но не всегда понятно, что писать, в конфликты интересов. И, соответственно, есть еще сторона издателя. Ну, для российских журналов, может быть, это не так актуально, потому что издатели не играют такую уж ключевую роль в процессе создания журналов. Как правило, издательства занимаются вопросами там, библиотечными, индексирования и не вмешиваются в редакционные процессы. И, ну, по крайней мере, вот то, с чем мы сталкивались, всегда как бы издатель полностью себя, от этого, отстраняет и никаким образом не оказывает, влияния на то, что публикуют журналы. Хотя вот на Западе это может быть проблема, потому что в крупных издательствах, люди, которые там работают, они, то есть, редактора журналов — это сотрудники издательства. И здесь, конечно, может быть, конфликт, интересов. Но вот, в этом кодексе КоУП отдельно, оговаривается, необходимость давать, редакторам независимость. Даже если издательство несет, ну, естественно, там все издательства — это для них бизнес, они заинтересованы в том, чтобы статьи издавались, но, с другой стороны, они заинтересованы в том, чтобы статьи были качественные, поэтому это вот всегда такой очень сложный, баланс. Ну и, про Хельсинскую декларацию мы все прекрасно знаем, и, она в основном касается этических принципов для медицинских исследований. И, тут тоже, встаёт вопрос, как подробно вообще писать раздел «Этика», в журналах. В общем-то, разные есть на этот счет мнения. Есть мнение, что вообще надо присылать заключение в редакцию этического комитета, примеры информированного согласия. Ну, мы выбрали такой путь доверия авторам. Как бы, да, все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, и поэтому, если автор присылает нам свою работу, мы как бы заведомо такая презумпция невиновности. Мы считаем, что все принципы Хельсинской декларации были соблюдены. А что касается принципов,
публикационной этики вот, весь процесс рецензирования и редактирования, он направлен на то, чтобы, предоставляемый материал привести в тот вид, когда он может быть понятен, воспроизводим, достоверен. То есть мы авторам стремимся, помогать, прояснять какие-то моменты, которые, э, ну, на наш взгляд, не до конца, четко отображены, в научной статье. Ну и благодарю вас за внимание. Здесь, приведены ссылки на наш сайт. И, кстати, на сайте есть, ссылка на КОУП, можно самостоятельно почитать. Там есть, ссылки на все чек-листы под разные виды исследований, разные виды, публикаций. Наш канал, в "Телеграме". Подписывайтесь, мы там, надеюсь, будем больше размещать всяких, образовательных материалов, информационных материалов. Но еще у нас есть свой аккаунт, "ВКонтакте". Спасибо за внимание.